Славяне против турок. Лазарь Хребелянович. Когда турецкие орды благополучно поглотили и переварили Византийскую империю, их алчные взгляды устремились на Балканы, за которыми лежали богатые земли неверных. Славянские народы Балкан были традиционно раздроблены и совершенно не готовы к такой колоссальной военной силе, как турецкая армия, превосходящая численно и технически. Но не сражаться было нельзя. Проигравшие теряли свою веру, своих женщин и детей, которых уведут в гаремы или сделают солдатами-евнухами, и свою свободу. Сербская империя, завоевавшая соседей и часть Византии, недолго существовала и быстро распалась на враждующие провинции, которые быстро были обращены в вассалов османов. Борьбу с турками решил начать победитель междоусобный распри-князь Лазарь Хребелянович. Лазарь Хребелянович был средневековым сербским правителем, который создал самое большое и мощное государство на территории распавшейся Сербской империи. Государство, известное как Моравская Сербия, включало бассейны рек Великая Морава, Западная Морава и Южная Морава. Лазарь управлял им с 1373 года до своей смерти в 1389 году, однако сербские дворяне не признавали его, так как он не был царского и даже великого рода. Лазарь платил дань османам, но четко понимал, что враг уже на пороге и скоро предстоит война. Он договаривается с боснийским баном Твёртка для совместного отражения атаки. Вопрос, когда она будет, лишь вопрос времени. Султан Мурад Богоподобный получал донесения о приготовлениях сербов, ведь шпионами кишели все приграничные страны, поэтому также спешил. Его политика состояла в постоянном расширении владений и насаждении среди покоренных ислама с силовым отуречиванием. Мужчин убить или заставить работать, молодых женщин в гаремы, детей в евнухи, солдаты или работники. Несмотря на то, что в мелких стычках сербы побеждают турок, против похода им не устоять. Лазарь Хребелянович просит помощи. Он взывает к сербам и прочим православным Балкан, в надежде на то, что они не испугаются непобедимых тогда турок. Запад молчит, помогать лжохристианам, как называют православных, никто не позрешит. Однако к сербам прибывают рыцари-госпитальеры, албанские и венгерские добровольцы. Русь, как и в случае с Византией, никаких попыток помочь своим православным братьям не делает. Кто есть сербин и сербского рода? Но на Косово на бой не пришел он. Не имел он от сердца порода, ни мужского и ни девичьего. От руки его ничего не родилось. Ни румяно вино, ни пшеница бела, проклято его всяко колено. В поход выступила огромная армия турок. Их войско было разнообразным, включало легкую и тяжелую кавалерию, пехоту, артиллерию. Сербы же воевали только как тяжелые конники, по образцу западных рыцарей, те же приемы были у госпитальеров. Это давало колоссальное ограничение в тактике. В итоге летом 1389 года армия султана Мурада I вышла к Косовскому полю, пересечению важных дорог, откуда открывались перспективы для наступления в различных направлениях. Навстречу туркам выдвинулось собранное с большими усилиями войско сербов и Боснийского королевства. 30-50 тысяч было в армии турок, в которой шел как сам султан Мурад, так и его сыновья Якуб и Баязид. Сербы собрали 20 тысяч, но многие феодалы не пришли на зов. Битва совпала с главным праздником Сербии, Днем Святого Вита. Утром перед битвой сербское войско приняло участие в общем молебне и причастилось в крохотной церквушке, стоявшей рядом с расположением армии. Как воевать с турками, когда у тебя только конница и слабая пехота? Лишь таранный удар всей массой, до того, как пушки и луки турок истребят половину твоих войск. Тяжелая конница Лазаря и клин госпитальеров сразу строились для атаки. С первыми стрелами турецких лучников и под огнем пушек христиане бросились в атаку, имея лишь один шанс на успех. Левый флаг опрокинул и обратил турок в бегство, центр увяз в схватке, но всадники рубились уже где-то у шатра султана. А вот на правом фланге турки не просто отбили наскок, но и сами перешли в наступление. Смятый фланг сербов стал все более поддаваться, и его глава, Вук Бранкович, который больше всех боялся измены, то ли сам увел войска с поля боя,
то ли они попросту дрогнули и показали спину. Теперь туркам оставалось лишь сомкнуть клещи над отчаянно бившимися сербами. Лазарь погиб в середине битвы, рубясь как простой воин на коне в первых рядах у ставки Мурада. Но погиб и султан. Его зарезал зять Лазаря, Милош Абилич, который под видом перебежчика попал в шатер султана. Горячо упрашивал его о возможности сражаться на стороне турок и, улучив момент, бросился на него и убил, чтобы самому через минуту быть буквально на куски растерзанным охраной. Другие версии гибели Мурада. В ставку прорвались госпитальеры и, перебив охрану, пали сами, прихватив султана. Мурад обходил поле боя, как вдруг из горы трупов встал раненый серб, который зарезал правителя турок. Исход боя остался неясным. Турки понесли огромные потери, даже сам султан и его старший сын остались лежать на косовом поле. Из-за этого младший сын Баязид, понимая, что трон теперь его, спешно отступает домой, чтобы не допустить захвата власти кем-то еще, что сродни поражению. Сербы отстояли свою землю и остались на косовом поле. Однако погибла вся их аристократия и армия, просто больше некому бы было воевать с врагом, если будет еще один поход. Поэтому победа, если и была, то пирова. В 1459 году страна была окончательно включена в состав Османской империи и таким образом попала под многовековой турецкий гнет, задержавший экономическое, политическое и культурное развитие сербского народа. Ни одно событие сербской истории не оставило такого глубокого скорбного следа, как поражение на косовом поле. Лазарь Хребелянович был причислен к лику святых. Его подвиг стал краеугольным мифом сербского самосознания. Дескать, сербы предпочли смерть и царствие небесное. Явился ему во сне небесный сокол и спросил его человеческим голосом, что он выберет: земное благоденствие для Сербии при его жизни или царство небесное для сербов, за которое придется заплатить поражением в битве и гибелью самого Лазаря. Князь выбрал царство небесное. Сын Лазаря покорился туркам и отдал в гарем султана свою сестру. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.